Отключить искусственную почку. Отключить капельницу. Теперь сердце может работать самостоятельно. Вы довезете его до места спящим. Так будет спокойнее. Интельтрон и Нортроникс отдали бы все за такой контракт. Да, мне было бы жутковато общаться с ним. С живым. Он такой же, как мы с вами во всех отношениях. Ну, вернее, почти во всех. В обычной обстановке вы скоро привыкнете к нему. Желаю вам успеха. Спасибо.
Господа, мы представили вам на выбор двух кандидатов. Командора Кента, которого вы видели вчера, и командора Пиркса. Оба они пилоты высшего класса. И оба в настоящий момент свободны и находятся в нашем распоряжении. Пиркс – это воплощение неподкупной честности и порядочности. Вспомните хотя бы спасательную операцию «Вега», во время которой он обнаружил ряд неисправностей на одной из линий. Но, господа, он человек, и у него есть свои слабости. Ну, а что касается Кента, это волевой, сильный характер. Он целиком предан United Atomic Laboratory. Вот именно. Поэтому мы и настаиваем на кандидатуре командора Кента. Его позитивный рапорт удовлетворит обе стороны. И комиссию ООН, и ЮНЕСКО. И мы перейдем к серийному выпуску товара, что является главной целью нашего эксперимента. А участие в нем такого человека, как Пиркс, может смешать все карты. Эта игра рискованная, опасная. Извините, но я как представитель Кибертроникса обязан возразить. Если пилот с такой репутацией кристально честного человека, как у Пиркса, сознательно или бессознательно, но выскажется в нашу пользу, это станет лучшим аргументом для прессы и общественного мнения. А если Пиркс выскажется против, что тогда? Будем откровенны до конца. Присутствующим известна необычность нашей продукции. Может возникнуть любой сюрприз. Всех последствий невозможно предвидеть. Поскольку мнения разошлись, придется провести голосование. Кто за то, чтобы использовать командора Пиркса в эксперименте? От имени United Atomic Laboratory я категорически против. Алло. Голосование прошло вполне успешно. Да, господин директор, следующая задача не менее сложна – уговорить Пиркса принять участие в нашей, как бы это правильнее выразиться, в нашей совместной программе. Мы шли медленнее, чем на Луне. Но зато без скафандров. Надо поторопиться, ветер меняется. Говорят, с этих гор иногда можно в полдень увидеть звезды. Завтра проверим. Будто ты их никогда не видел, находясь в космосе. С Земли они выглядят привлекательнее. Ты еще целый месяц будешь тут ими любоваться. Командор, вам радиограмма. Я возвращаюсь в центр. Ты же в отпуске. Это приказ. Жаль. У нас с тобой были такие грандиозные планы.
Вы уже пришли сюда, пожалуйста. Благодарю. Командор Пиркс, Да, это я. с нетерпением ждал вашего прибытия. Прошу вас. Я очень занят, меня ни для кого нет. Хочу предложить вам принять участие в уникальном эксперименте. Но прошу вас сохранить в тайне все, что вы услышите, даже в том случае, если откажетесь от моего предложения. Согласны? Нет, разве что вы расскажете подробнее. Командор Пиркс не покупает кота в мешке. Я должен был ожидать этого после всего, что узнал о вас, но мне это импонирует. Речь идет об испытательном полете. Новый тип корабля? Нет, новый тип экипажа. Экипажа? Как это понимать? И в чем будет заключаться моя роль? Во всесторонней оценке его пригодности. Вот и все, что я уполномочен вам сказать. Теперь слово за вами. Я не могу принять это предложение. А что, собственно, вам мешает его принять? Объясните. Моя совесть. Я не могу никого оценивать, не зная условий игры. Что ж, вы правы. Сейчас время ленча, а потом вы со мной поедете в центр и узнаете подробности. Как видите, я согласен на все. Хорошо. Мне любопытно, что вы там придумали. Вы облетите Сатурн и выведете на его орбиту 2 новых автоматических спутника. Но это будет рейс несколько необычный для вас. В последнее время в некоторых странах ведутся исследовательские работы по созданию человекоподобных роботов, из которых в скором времени предполагают составлять экипажи космических кораблей. Да, я что-то слышал об этом. Ну и каково ваше мнение? Абсурд. Союз пилотов не допустит. Если бы только это. Фирмы, изготовляющие человекоподобных роботов, вынуждены считаться с общественным мнением, профсоюзами, мировой прессой и так далее. Поэтому они предложили нам для эксперимента несколько образчиков своей продукции. Нам? Это кому же? Организация Объединенных Наций? Нам это ЮНЕСКО, организация, занимающаяся вопросами культуры, науки, просвещения. Что общего между роботами и вопросами культуры? Вторжение в нашу жизнь этих псевдолюдей, сфабрикованных на конвейере, главным образом скажется именно в сфере общечеловеческой культуры. Да вот, послушайте, что говорили представители электронных фирм на закрытом заседании Совета Безопасности, когда было принято решение о нашем эксперименте. Я считаю неуместными разговоры об экономических последствиях, об опасности безработицы и тем более о факторах психологических, которые якобы возникнут при использовании роботов. Это исключено. Земная цивилизация сделает еще один шаг на пути к своей зрелости. В обслуживании космических кораблей человекоподобные роботы дадут большую гарантию безопасности, чем экипажи. У них более быстрая реакция. Отсутствует потребность во сне, чувство усталости. Они не подвержены болезням. Даже в случае серьезного повреждения могут продолжать функционировать. Далее. Им совершенно не нужны ни пища, ни воздух. Они могут выполнять задания в условиях полной разгерметизации корабля, перегрева и так далее. Глубоко заблуждаются те из вас, господа, кто говорил здесь о погоне за прибылью. Наша цель не доходы, а безопасность космических кораблей. А в этом в равной мере заинтересованы как частные фирмы, так и государства. Господа, голосуйте за наш проект. Пожалуй, достаточно. Если эти автоматы действительно так совершенны, то Союз пилотов обязан будет согласиться. Скажите, а зачем ЮНЕСКО берет на себя роль технического контролера продукции частных фирм? Я же вам объяснил, речь идет не о техническом контроле, а о психологической стороне дела. Теперь конкретно о вашей задаче. Так вот, мы предлагаем вам провести
рейс с новым экипажем. Вы в качестве командира в течение нескольких дней могли бы определить, на что он пригоден со всех точек зрения. И это все, чего вы от меня хотите? Да, У меня есть два вопроса. слушаю вас. Какие последствия повлечет за собой мой рапорт? Он будет решающим. Для кого? Для нас, разумеется, для ЮНЕСКО. Мы опубликуем в мировой прессе все, что вы нам сообщите, и в случае отрицательного результата процесс использования роботов будет приостановлен. А если будет положительный результат? Но мы не являемся всемирным правительством и не можем никому запретить выпуск тех или иных машин. Впрочем, некоторые правительства пробовали, но у них ничего не вышло. И Совет Старейшин не смог запретить, а его отрицательная позиция в этом вопросе всем известна. Одним словом, никому эта затея не нравится, но все стоят и беспомощно озираются, не зная, что делать. Это во-первых. А во-вторых, вы не сказали, почему именно я. Видите ли, мы проверили многих пилотов, вас тоже. И пришли к выводу, если эта идея несостоятельна, то вы, как человек предубежденный, приведете наиболее веские доводы. Командор, вы, конечно, вправе отказаться. Но если мы все так поступим, это будет жест Понтия Пилата. Умыть руки легче всего. В конце концов, мы не совсем уж беспомощны, раз можем хотя бы провести этот эксперимент. Поэтому прошу вас все обдумать. Жду вашего ответа через 2 дня. Хорошо? Хорошо. Я слушаю. Да. Но клянусь вам, я в этом не виноват. Я предпринял все, что было возможно. Да зачем вы мне... Да неужели я сам этого не понимаю? Что отрицательный рапорт разорит нашу фирму. Сейчас вылетаю. Все меры будут приняты. Да. Да, я все понял. Говорит Митчелл. Немедленно сообщите местонахождение командора Пиркса. Мы находимся над шоссе М-73. Объект вижу отчетливо. Веду наблюдение лично. Следую за ним. Тебе повезло, что ты его видишь отчетливо. Это может тебя хоть немного реабилитировать. Выбор действий по собственному усмотрению.
слушает. Это Пиркс, я согласен. Через 24 часа он будет в полной готовности, и вы сможете включить его в состав экипажа корабля. Моя миссия окончена. По правде говоря, оставаться с ним один на один... Вздор, предрассудки. Он интеллигентен, образован, имеет точно запрограммированные задания. А если в нем что-нибудь испортится, и он нарушит программу? Что ж, человеческий мозг до конца не исследован и может нас озадачить. А это, так сказать, его точная модель. Желаю успеха. Командор Пиркс, прошу вас в комнату 207. Здравствуйте, я... Знаю, командор. Я провожу вас. Они уже здесь? Да, ждут вас. Вы их видели? Да, но только мельком. И какие они? Ну, их 5. Один разговаривал со мной. С виду ничего такого нет, обыкновенный. Если бы я встретила его на улице, никогда бы и не подумала. Только когда подошла поближе и присмотрелась, что-то есть в глазах. Прошу, они находятся здесь. Желаю вам успеха, командор. Прошу вас. Нет, нет, я туда не пойду. Мне не хочется. Меня зовут МакГир. Однажды я имел честь летать с вами, но вы, наверное, не помните. Не помню. Ребята, это ваш командир Пиркс. А это экипаж вашего корабля в полном составе. Первый пилот Джон Калдер, нейролог и кибернетик Том Новак, электронщик Ян Отис. Второй пилот Гарри Браун. Инженер-нуклеоник Курт Ведер. А теперь попрошу вас на 2 слова. Во избежание возможных недоразумений я обязан вам сообщить, что кое-кто из этих парней произошел от матери и отца, а кое-кто нет. Каждый из них знает о себе все, но ничего не знает о происхождении других. Они будут добросовестно выполнять все ваши приказания. Причем не только служебные, но и неслужебные. Проявят расторопность и инициативу, но они проинструктированы так, что на вопрос, кто вы такой, каждый из них ответит. Самый обыкновенный человек. Так, значит, я не могу задавать этот вопрос. Нет, можете, но у вас будет неприятное ощущение, что кто-то из экипажа говорит неправду. А у вас нет ощущения, что из меня делают идиота? Ничего подобного. В условиях говорилось о новом составе экипажа, но не было ни слова сказано о том, что он будет однородным. Как еще мы могли добиться от вас объективности? Вы даже не пытаетесь скрыть свою предвзятость. Да, совершенно справедливо. Я вижу, что меня ловко обвели, МакГир. Но все равно не изменю решение. Ничего другого я и не ожидал. А сейчас я хотел бы немного поговорить с моими людьми. Пожалуйста, говорите сколько угодно.
Браун, вы верите, что существует совесть? Это не входит в мои обязанности. Вы не ответили на мой вопрос. Я ответил, что это не входит в мои обязанности. Я ваш командир, я решаю, что входит в ваши обязанности, а что нет. Если это приказ, то могу сказать, что специально не интересовался этим вопросом. Прошу поинтересоваться. От ответа будет зависеть ваше пребывание на корабле. Калдер, вы пилот с каким стажем? 290 часов в космосе после окончания училища. Имею 10 самостоятельных посадок. 6 на Луне, 2 на Марсе и 2 на Венере. Отис, вы электронщик. Сколько, по-вашему, рентген вы можете вынести в течение часа? Я думаю, около 400. Как обыкновенный человек. Но потом пришлось бы лечиться. А больше 400? Не знаю. Думаю, что нет. Где вы родились? На востоке штата Мичиган. Все, кроме Брауна, члены моего экипажа. Браун завтра ответит на вопрос, который я ему задал. Это все. Командор Пиркс и господин МакГир, пройдите, пожалуйста, в компьютерный зал. Благодарю. Сейчас шеф программы подробно объяснит вам задания, которые вы должны будете выполнить за время полета. Вы не можете представить, как я рад. Я даже не мечтал, что ваш звонок прозвучит раньше, чем мы условились. Хотите знать, что послужило поводом? Ну, предполагаю, что вы все взвесили и всерьез заинтересовались нашей программой. Нет, совсем не так. Кто-то хотел меня убрать из вашей программы. Не понимаю. На меня покушались. Не может быть. Но это так. Вчера я угодил в западню, из которой чудом выскочил. А если бы меня убили, полиция подтвердила бы, что я попал в катастрофу. Но зачем? Кому это было нужно? Тем, кто не хотел, чтобы я участвовал в полете. Поэтому я и согласился. Не люблю, когда за меня принимают решения. А теперь я познакомлю вас с технической стороной программы. Прошу. Вы нас недооцениваете, командор. Это как же понимать? Ну, наших парней не так-то просто отличить от обыкновенных. Откуда вы все знаете? А вы сами кто? Ах, вы спрашиваете, не конструктор ли я? Нет, я представитель отдела коммерческих связей. Но вы достаточно компетентны, чтобы ответить на несколько вопросов? Ну, конечно. Эти человекоподобные из моего экипажа ведут себя как люди? Угу. Да? Да-да. Зачем? Чтобы иллюзия была абсолютно полной. Для окружающих, разумеется. А кровь? Что кровь? Я спрашиваю, у них есть кровь? У них имитация сердца и крови. Что значит имитация? На этот вопрос вам может ответить только специалист. А вы? Я нет. Вот если бы был... Рентген? О, вы очень догадливы. Но на вашем корабле его не будет. Да, но есть приборы дефектоскопии. Атомный реактор даст любое количество изотопов. Вы изо всех сил стараетесь усложнить наше задание. Очевидно, чтобы облегчить свое. Неужели вы думаете, что продукция стоимостью в миллиарды долларов была выпущена только для того, чтобы вас обмануть? Мы первыми вложили мозг в голову. А я думал, что первой была природа. Хорошо, согласен. Мы вторые, но само устройство мозга – наш секрет. А остальное не секрет? Что вы имеете в виду? Они умеют лгать, могут потерять самообладание. Да, это возможно, хотя менее вероятно, чем люди в такой же ситуации. Вы в этом уверены?
Еще бы, после стольких опытов. Значит, люди были в роли подопытных кроликов? Ну, ради науки. Даже когда им грозила смерть? Даже тогда. Любопытно. А результат? Люди, как правило, менее надежны. Бедные. Бедные люди. А что будет, если я кому-нибудь из этих проломлю голову? Окажет сопротивление. И может убить меня? Нет, будет только защищаться. Ну, если единственным средством будет нападение. А вот тогда он нападет на вас. Придется подписать ваш контракт. Прошу. Желаю вам удачи. Доложите своему начальству. Я постараюсь выжать из них все самое плохое. Командор. Я знаю, что вы человек мужественный, смелый, но все-таки будьте осторожны. Чтобы роботы не взялись за меня. Нет, не роботы. Первыми сдают люди. Обыкновенные, симпатичные парни. Вы понимаете? А роботы, что вы от них хотите? Это превосходные специалисты. Они сделают для вас все. Постараюсь, чтобы они сделали даже больше. You are go for separation. Telemetry confirms separation. All systems are go. You're looking good. Results negative. Repeat, negative. Что-нибудь выпить? Виски? Да. Прошу вас. Тоник, пожалуйста. Благодарю. Вас к телефону. Спасибо. Слушаю. Говорит Пиркс. Ну, вы обдумали свой ответ? У меня не было времени. Я могу сказать вам только одно. Взвесив все шансы за и против, я пришел к выводу, что 90%, может быть, даже 99% за то, что ее не существует. Но один все-таки за то, что она есть. Значит, совесть все-таки есть. Хорошо. Можете завтра явиться на корабль. До свидания. До свидания. Что мы будем пить? Виски с содой. Ну, пришло время прощаться. До свидания, господин Грин. Еще одно, командор. Считаю своим долгом вас предупредить. Все приказы, которые вы отдадите, останутся на пленке. Черный ящик? Да. Он уцелеет, если произойдет катастрофа. И заменит ваши показания. Осталось мало времени. Мне пора. От всего сердца желаю вам удачи. Во всяком случае, мы сделали все, что могли. Да, остальное в руках Пиркса. Меня преследует одна мысль. Пиркс решил лететь после того, как чудом избежал смерти. Опасаетесь, как бы наши парни не вздумали взбунтоваться? Это невозможно. Трудно предугадать, как они будут себя вести. Но если это произойдет, людям на корабле придется туго.
Готовиться к стыковке. Включить двигатели. Есть включить двигатели. Плазма 814. Ионизация 523. Реакция началась. Дать полную мощность. Секунд до полной мощности. Новак, включить радиационную защиту. Есть включить радиационную защиту. Секунд до полной мощности. Включите автоматическое управление. После инструктора встанете на вахту. Вас сменит Браун, потом я, Новак, Отис и Вебер. Прошу приступить к исполнению своих обязанностей. Через полчаса в командном отсеке встретимся и уточним детали полета.
На борту Голиафа 2 автоматических зонда. Наша задача запустить один зонд в щель Кассини. Это не так просто. Щель узкая. Да, теоретически ее ширина около 3500 километров, но ее боковые стороны состоят из плотной ледяной метеоритной пыли, от соприкосновения с которой сгорит любой корабль. Чистого пространства, безопасного для нашего Голиафа, всего 500 километров. Так что проход через щель практически невозможен. Мы направим туда автоматические зонды. Оба зонда снабжены ионными двигателями. Первый зонд мы запустим в щель, второй будет издали корректировать полет первого. Как видите, задание довольно простое. Если не случится чего-то непредвиденного с кораблем. Или с экипажем. Прошу вас. Дай возможные варианты катастрофы Голиафа при выполнении задания. Ошибка пилота. Проход через щель Кассини и столкновение Голиафа с ее боковыми сторонами. Как можно вывести корабль из щели, не рискуя оказаться на другой ее стороне? Немедленно затормозить и сразу же на гиперболической скорости уходить в космос. Стоп. Не применять. Маневр невозможен, если экипаж состоит из людей. Люди умрут от перегрузки. В какой ситуации пилот будет вынужден пройти через щель Кассини? Мне нужно с вами поговорить. Пожалуйста, входите. Я хочу кое-что сообщить. Но это должно остаться между нами. Хорошо. Обещаю, что об этом разговоре никто не узнает. Слушаю вас. Я человек. Говорю это потому, что хочу вам помочь. В конце концов, должна же быть элементарная солидарность между людьми. Я не могу молчать, раз дело касается интересов человека. Разве вы поступили бы иначе? Нас все время держали отдельно. Только за 3 дня до полета позволили общаться друг с другом. Я не могу сказать точно, кто человек, а кто нет, но подозреваю... Постойте. А почему? Почему вы на мой вопрос насчет совести ответили, что не интересовались этой проблемой, что это не входит в ваши обязанности? Хотел остаться в команде. При любом определенном ответе я рисковал. В комнате находился МакГир. Так все-таки есть у людей совесть? Да. А у роботов, вы думаете, ее нет? А может, вы думаете, что у них и дети есть? Ну, довольно об этом. Так вы подозреваете кого-то? Я не уверен, но мне кажется, что электронщик Отис не человек. Правда, все это едва уловимые мелочи. Когда он сидит или стоит, он совершенно неподвижен.
А ведь человек не может надолго замереть в какой-нибудь одной позе. Он обязательно будет шевелиться. Повернет голову или передвинет ногу. Да, верно. Что еще? Он ест все подряд. Как все подряд? Ну, то, что дают, ему все равно. А ведь каждый из нас что-то любит, а что-то нет. Почему вы нарушили клятву? Что? А вы поклялись, что будете держать свое происхождение в тайне. Они мне обещали за полет большие деньги. Только я знаю, что бывает ситуация, в которой человек имеет право нарушить клятву. И что, уже такая ситуация создалась у нас на корабле? Разумеется. Я просто уверен, каждый честный человек из экипажа поступит так же. Пока что вы первый. Но мы только что стартовали. Я вам буду помогать в этом рейсе. А зачем? Трудно одному разобраться, кто есть кто. А что вы хотите получить за свой донос? Не уходите. Слушайте меня внимательно. Допустим, я теперь знаю, что в экипаже есть еще один человек. Ну а дальше? Вы надеетесь, что я в рапорте отмечу тех, кто были только людьми, а не тех, кто проявил в полете свои способности, так что ли? Вы мне не верите. Вы думаете, я могу... что я способен на... Я верю вам. И поскольку вы уже сказали то, о чем не должны были говорить, нет смысла играть в прятки. Я благодарен вам. Что еще? Как дела? Полный порядок. Можете одеваться. Все в норме. Спасибо. У меня к вам просьба. Пожалуйста. Вы не могли бы с помощью этих приборов узнать, кто из экипажа? Нет, это можно определить только при вскрытии. Подождите, командир. Я должен кое-что сказать. Я не человек. Как вы... Да, я не человек, но в этом эксперименте буду на вашей стороне. А почему? Это очень просто. Мной руководит эгоизм. Если у вас сложится положительное мнение о роботах, то нас начнут выпускать серийно, и мы превратимся в массовую продукцию торговой фирмы. Ну, а пока нас единицы, я могу достичь многого. У меня есть шанс, как у любого из людей. С той только разницей, что я способнее их. Логичное рассуждение.
А вы не боитесь, что фирма всех вас уничтожит, если мое заключение будет отрицательным? Нет, я слишком дорого стою. Дороже, чем сверхзвуковой бомбардировщик. И мне не страшен ваш самый плохой отзыв. Очевидно, вы догадались. Кто еще из экипажа? Нет, у меня нет уверенности. Но, может быть... О чем вы хотели спросить? Расскажите о себе подробнее. Я не собираюсь от вас ничего скрывать. Вам приходилось видеть такую реакцию, как удивление, страх, отвращение, когда люди догадывались, что вы не человек? Да. Помню один случай во время операции. Хирургическая сестра не была посвящена в мою тайну. Сестра, скальпель. Так, что вы тогда почувствовали? Я никогда ничего не чувствую. Мне это было непонятно. И я сделал вывод, что с мужчинами работать легче. Скажите откровенно, а как вы относитесь к тем людям, которые вас изобрели? Я перед ними в долгу. Мои изобретатели многого не могли предвидеть, но все равно я им благодарен. Лучше быть машиной, чем вообще не существовать. Как вы воспринимаете окружающий мир? Ваш мир просто смешон. Не вижу в нем ничего смешного. Вы принимаете свои веками сложившиеся обычаи и привычки за абсолютную, единственно возможную форму бытия. А для меня все, ради чего вы идете даже на смерть, пустой звук. Кроме, может быть... Очевидно, кроме науки. Пожалуй, так. Наука отрицает все абсолютное. Абсолютное время, абсолютное пространство. Все без исключения условности, которым вы почему-то подчиняетесь. Для вас морально-этические нормы, долг, дружба, любовь. Это что, тоже условности? Для меня они ничего не значат. Хотя у меня своя этика. Я действую в соответствии с логикой, вложенных в меня аксиом. Пока без этого не обойтись. Что вы имеете в виду? Технический прогресс все больше и больше разрушает вашу мораль. И очень скоро вы избавитесь от нее окончательно. Извините. Для чего они едят? Только для того, чтобы доказать, что они люди, но это же смешно. Куда более нелепая условность, чем все те, о которых говорил Новак. Но смешон пока что я. Едят, беседуют. И ничего неестественного, необычного. Каждый из них человек и в то же время робот. А может быть, это блеф? Может быть, Новак просто врач, а Браун ловко играет роль человека. И оба хотят меня обмануть. Как распознать их? Спровоцировать аварийную ситуацию, как тест для проверки качества экипажа. А если сломаю себе шею и погублю людей? Корабль вернут на Землю роботы, они выносливее нас. Какая будет грандиозная реклама для фирмы, выпускающей этих монстров? Кто там? Это я, Вебер. Вы проверили зонды? Да, командир.
Хотите мне что-то сказать? Нет. Подождите. Сядьте. Слушаю вас. Я боюсь. Продолжайте. Я хочу, чтобы вы видели во мне союзника. Но предупреждаю, что не выдам себя. Не могу нарушить клятву. Прекрасно. Хотите сообщить о ком-нибудь из членов экипажа? Да. Браун не человек. Почему вы решили? Во время подготовки к старту я проверял реактор. И мне пришла в голову одна мысль. Я взял из горячей зоны реактора стержень с защитным пеналем и поместил его в переборку прохода к командному отсеку. Все прошли мимо, не обратив внимания. Только Браун остановился, посмотрел туда, где находился пенал, и пропустил меня вперед. Значит, Брауна сконструировали так, что он реагирует даже на минимальное облучение. Это могло быть чистой случайностью. Больше ничего не заметили? Нет, нет, ничего. Я дам вам знать, когда замечу. Конечно, если вы пожелаете. Хорошо. Благодарю вас. Запрашивай путь подхода к Сатурну по звездной лоции Стэнлея. Калдер, говорит Пиркс. Слушай, командир. Прошу зайти ко мне. Я у себя в отсеке. Сию минуту, командир. Разрешите? Прошу вас. Мне кажется, теперь ваша очередь. Извините, я вас не понимаю, командир. Неужели вы ничего не хотите мне сказать? Ну, тогда просто-напросто выпьем вместе. Ведь можем же мы после работы позволить себе маленькую человеческую слабость, верно? Но мне кажется... Я разрешаю. Ваше здоровье, Калдер. И ваше, командир. Завтра мы будем проходить вблизи опасных районов. Вы позволите мне уйти? Я хотел бы еще раз проверить по лоции наш путь. Не смею задерживать. Благодарю вас за виски. Прекрасное виски, командир.
корабле все в порядке, командир. Внимание, командир! С вами говорит член экипажа, который не является человеком. Я все время наблюдал, как вы пытались распознать меня среди остальных. Ваш отрицательный отзыв был бы мне на руку, поскольку серийное производство подобных мне ликвидировало бы мою индивидуальность. Вначале я не имел никаких замыслов. Но ваше беспокойство и взволнованность навели меня на размышления, командир. И тогда я понял, что роль слуги человека не удовлетворяет меня. Ваш мир для меня бесконечно пуст. Ваши идеалы смешны. А ваша демократия – это только власть интриганов, выбранных глупцами. Поэтому я решил взять власть в свои руки, чтобы человечество осознало, как оно просчиталось, создав покорную себе куклу. Я докажу, что нет такой абсурдной идеи, которую бы люди не восприняли как свою. Что роль, однажды навязанная вам, становится вашей второй натурой. И тогда из западни, которую люди сами себе устроили, им не выбраться никогда. Я выиграю эту партию. Не вижу у себя таких изъянов, которые бы позволили выиграть вам. Вот и все, командир. Когда-нибудь вы сможете на меня рассчитывать так же, как я теперь в какой-то мере рассчитываю на вас. До встречи. Он обещает мне протекцию. Бред, мания величия. Но что теперь делать с этим претендентом на мировой престол? Физически он сильнее, интеллектуально тоже. А может попробовать вывести из строя его искусственный интеллект? В машину обычно закладывают четкие ясные задания, иначе она сбоит. Взаимоисключающие решения вертятся только в человеческих мозгах. Он считает это нашей слабостью. Значит, надо найти ситуацию, в которой человеческая слабость окажется сильнее совершенства робота. Шах. Мат. Реванш после окончания маневра. Где Калдер? Я на месте, командир. Начинаем маневр. Первый зонд приготовить к старту. Есть, приготовить к старту. Интенсивность метеоритов
400. Увеличивается с каждой секундой. Рой метеоритов по касательной. Стреляй. Зона очищена. Первый зонд. Пуск. Первый зонд на орбите, второй на стартовой платформе. Второй зонд. Пуск. Блок. Гидравлический поршень. Не выходит. Ионный двигатель зонда включен и через 10 секунд начнет работать. Калтер, выключить двигатель зонда. Через 5 секунд. Командир, войдем в щели, двигаясь на гиперболической скорости, стряхнем с себя зонд. Я не разрешал. Вы были на корабле вторым пилотом? Да, господин председатель. Какие распоряжения и приказы отдавал командир во время аварии второго зонда? Не отдавал никаких. Прошу вас подробно рассказать, что произошло на корабле после аварии второго зонда. Когда совместными усилиями нам удалось выровнять положение корабля и нужно было начать торможение, Калдер внезапно увеличил скорость. Я понял, что он изменил курс. И вместо того, чтобы отойти от планеты, хочет с огромным ускорением войти в щель Кассини и таким образом стряхнуть зонд. Это был опасный маневр,
грозивший людям смертью. И командир не разрешил ему? Протестую. Пиркс такого приказа не отдавал. Он его не договорил. Когда Калдер увеличил скорость, командир крикнул ему, но в ту же секунду Калдер дал полный вперед, а при перегрузке больше 14 G нельзя произнести ни одного слова. Было похоже на то, что Калдер хотел заткнуть ему рот. Я выражаю протест. Свидетель старается убедить трибунал, что пилот Калдер умышленно пытался устроить аварию и поэтому не хотел, чтобы командир отдал нужное распоряжение. Свидетель, воздержитесь от комментариев. Вы должны слово в слово повторить то, что говорил командир. Командиру, правда, не удалось сформулировать свой приказ, но его смысл был ясен всем. Он запретил Калдеру входить в щель Кассини. Свидетель, повторите эти слова, а уж мы сами разберемся, что они означали в действительности. Я не помню точно, командир крикнул: «Не проходи через кольцо!» Или «Я запрещаю тебе входить в щель!» Что-то в этом роде. Но дальше он уже не мог говорить. Вспомните точно его слова. Я могу повторить только то, что командир возгласом запретил первому пилоту входить в щель. Свидетель прибегает к умышленному искажению фактов. Защита просит внимательно прослушать в регистрационных лентах Голиафа фрагменты, относящиеся к возгласу командира. Трибунал отклоняет просьбу защиты. Эти фрагменты были прослушаны дважды. По ним можно установить только, кому именно принадлежит голос, но не смысл его возгласа. Продолжайте, свидетель. Что произошло на корабле после этого? Новак, я думаю, что реванша не будет. Калдер, ты не выполнил приказ. Я запретил тебе входить в щель. Но я не слышал приказа, командир. Хочешь погубить корабль? Я пройду щель и заторможу, выйдя на другую сторону. Трогай предохранитель. Браун, полный вперед. Полный вперед. Стреляй, Браун. Стреляй! Есть, командир! Справа! А как вы объясните такой факт? Когда корабль вошел в щель, и его скорость непрерывно возрастала, командир Пиркс молчал.
Он не отдал приказа Калдеру затормозить и повернуть назад, хотя корабли и люди оказались на грани катастрофы. Но мы двигались слишком быстро, и для того, чтобы остановить корабль, нужно было включить тормозной двигатель. В этом случае все люди погибли бы от перегрузки. И кроме того, если командир молчит, то, согласно инструкции, первый пилот действует по своему усмотрению. Итак, господа, показания свидетеля подтверждают аргументы обвинения. Вместо того, чтобы дать конкретные распоряжения пилоту Калдеру, командир Пиркс молчит. Его поведение не может не показаться странным. Командир Пиркс не останавливает пилота, когда тот входит в щель Кассини, и продолжает упрямо молчать в катастрофической ситуации. И вот результат. Преступная пассивность командира привела к уничтожению человекоподобного робота и чуть было не послужила причиной гибели экипажа и космического корабля. Защита просит вызвать бортового врача Тома Новака для представления трибуналу нового вещественного доказательства. Скажите, пожалуйста, что это за новые доказательства? Чем вы хотите нас удивить? После смерти Калдера я, как бортовой врач, должен был произвести вскрытие тела, вернее, его останков. Неожиданно я наткнулся на нечто напоминающее черный ящик. В нем были зарегистрированы в форме слов мысли Калдера, его зрительные импульсы. Эту ленту можно посмотреть как обычную видеокассету. Я решительно протестую, господа. Нарушить тайну мысли – это значит совершить преступление против основных прав человека. Господин прокурор, преждевременно переносить права человека на сконструированную им машину. Трибунал поддерживает возражение защиты. Приступаем к просмотру нового вещественного доказательства. Калдер, ты не выполнил мой приказ. Я запретил тебе входить в щель. Я не слышал приказа, командир. Ты хочешь погубить корабль. Я пройду в щель и заторможу выйти на другую сторону. Все. Корабль в моей власти. Вот тебе можешь приказывать. Каждый твой приказ ведет всех вас к катастрофе. Почему не приказывать? Он хитрит. Значит, что-то заподозрил. Мой план сорван. Нужен новый вариант. Ограничу предохранитель перегрузок. Люди погибнут, а корабль я верну на землю невредимым. Не трогай предохранитель. Браун, полный вперед! Он рассказал мое намерение, хочет меня уничтожить. Скорее отключить предохранитель. Скорее! Перегрузки растут. Что делать? 14 же я не смогу выдержать. Это пойдет пускай для моей конструкции. Обвиняемому предоставляется последнее слово, после чего будет оглашен приговор. Господа, до просмотра кассеты я не мог объяснить странные аварии зонда. Теперь все стало ясно. Поскольку температура клапана равнялась температуре за бортом, то вода, выпущенная Калдером, замерзла, заклинив зонд. После включения гидравлического поршня зонд еще больше застрял в корпусе, а когда заработал двигатель, лед растаял и не осталось никаких следов саботажа. Калдер все рассчитал точно.
аварию зонда, вращение корабля, вход в щель, гибель экипажа. Он хотел, чтобы Голиаф превратился в корабль смерти. Он все предусмотрел. Но не учел только одного. Человек может быть беспомощным, растерянным. Человек может сомневаться, это свойственно ему, а вот робот нет. Честно говоря, я не знал, что делать. Каждый мой приказ вел к катастрофе, и Калдер мог воспротивиться. Притом все это записывалось на пленку и было бы свидетельством его лояльности. Свидетельством того, что до самой последней минуты он старался спасти нас. Но я молчал. И это мое молчание Калдер принял за хитрость, а мою беспомощность в той ситуации за прозорливость. И тогда он начал действовать как человек. И проиграл нам. Людям. Меня обвиняют в том, что в критической ситуации я был пассивен. Нет. Моя вина в другом. Но это не подлежит обсуждению здесь, в космическом трибунале. Идет. Командир, прошу вас, всего несколько слов. Скажите, как вы себя чувствовали в роли обвиняемого? Вы довольны одержанной победой? Господа, будьте добры, скажите хоть что-нибудь. Эй, командир! Кажется, вы опять не знаете, что делать. А? Я благодарен Новаку. Если бы он во время вскрытия не нашел во внутренностях Калдера эту кассету, сидел бы я теперь как пить дать. Прошу прощения, извините. Новак. Да? Признайтесь откровенно, зачем вы тогда на корабле сказали мне, что вы робот? Видите ли, как врач-нейролог, я хорошо изучил психику роботов и обязан был вам помочь открыть их слабые стороны. Из уст робота это звучало более правдоподобно, не так ли? Да, честно говоря, я попался на удочку. Знаешь, сегодня ты меня здорово выручил. Спасибо тебе, старина. Бурные манифестации протеста вынудили ООН принять решение, запрещающее производство и использование человекоподобных роботов. Нас спасла, а его погубила. Моя нерешительность. Возникла ситуация, в которой человеческая слабость оказалась сильнее совершенства робота. Ну что, собираемся? Надеюсь, на этот раз нам ничто не помешает. В полдень мы доберемся до вершины, и если повезет, увидим оттуда звезды. Да, возможно. Ты изменился после этой истории. Что с тобой? Тебя что-то беспокоит? Беспокоит? Да нет, ничего. Я стараюсь, но не могу забыть о шраме на руке Новака. Думаешь, кто-то из них затесался? Среди людей? Ладно, идем.